Итак, чтобы добавить немного завершающей привлекательности выражению лица, я сделал по сути две вещи. Я сделал каждое выражение слегка асимметричным. Недостаточно, чтобы отвлекать, но достаточно, чтобы быть подсознательно заметным. Еще одна вещь, я добавил цепочку из двух костяных арматур, чтобы добавить вращение головы, что может добавить много характера и эмоций выражениям. Итак, чтобы сначала поговорить об асимметрии, я в основном добавил еще один или два фигурных ключа для каждого выражения. Это было сделано для того, чтобы немного сдвинуть некоторые области, чтобы создать две похожие, но немного разные стороны лица. По сжатому выражению лица ты можешь видеть, что ее левый уголок рта немного приподнят и другие небольшие отличия. Другой ключ к форме часто заключался в том, чтобы создать немного преувеличенную растяжку на голове в целом. Это может добавить немного карикатурности или сделать структуру головы менее прямой и скучной. Ты можешь видеть это по сердитому выражению, когда ее левая сторона лица немного жалась. Чтобы создать такую кривизну вдоль лица, просто постарайся сделать ее незаметной, так как это может сделать голову очень упругой, если она слишком преувеличена. Отличное эмпирическое правило для создания симметрии состоит в том, чтобы не просто вносить случайные изменения, а фактически сжимать одну сторону лица, растягивая другую сторону. Эта динамика создает эти линии от бровей и области рта или челюсти, которые направлены внутрь с одной стороны и направлены наружу с другой. Это может быть незаметно или очень заметно, и может еще больше способствовать такому искривлению, проходящему вдоль лица. У тебя есть симметричный исходный объект в другой коллекции, чтобы переключаться между ними. Сравнение может быть очень поразительным. После того, как ты будешь доволен этим, ты можешь снова объединить клавиши Shape в одну форму и для каждого выражения. Так давай сломаем ту установку, которую я сделал. На самом деле это не учебник по такелажу, а скорее небольшой обзор того, что я сделал. Я могу порекомендовать посмотреть учебник по основам такелажа, если ты не понимаешь, о чем я говорю в этой части видео. Итак, во-первых, я добавил одну косточку и выдавил ее, чтобы получить вторую для удара. Итак, одна кость, которую я использую для всех выражений, это вращение головной кости. Больше ничего. Я отдал главный объект любителю с автоматическими белыми. Так что если ты слишком сильно повернешь голову, ты можешь заметить, что ожидание на самом деле не так уж велико, но оно пригодно для того, что мне было нужно. Все предметы из волос, а также зубы, десны и язык могут быть непосредственно связаны с костью головы. Только не лед. Лед скоро получит немного особого внимания. Просто выбери головную кость и установи режим на арматуре. Перейди в режим объектов и выбери объекты, которые ты хочешь привязать к этой кости. Тогда выбери арматуру. В последний раз нажми клавишу P и выбери кость для льда. Мы хотим, чтобы они также следили за вращением головной кости, но они всегда должны смотреть вперед. Как это естественно делают глаза? Вращение глаз как бы застревает на месте. Это не следует за поворотом твоей головы, потому что предполагается, что она смотрит на что-то очень конкретное. Так что выбирай, и я привязал курсор с тремя D. К выделенному месту добавил пустое и назвал его как-то вроде iLocation. Тогда направь это пустое место на головную кость вместо самого глаза. Затем при копировании ограничения местоположения для глаза и выберите объект местоположения глаза с его настройкой. Пустой глаз следует за вращением головной кости, точно так же, как это делают все остальные объекты. Но сам глаз только определяет местоположение этого пустого места. Таким образом, глазные объекты сохраняют свое собственное вращение, полностью независимое от вращения кости. Это может немного поцарапать голову, если ты не привык к такелажу. Но это большая часть зависимости от буровых установок и способов их обойти.
Теперь у тебя есть простая установка, чтобы добавить немного поворота головы к выражению. Так что поверни голову немного вниз для грустного или сердитого выражения и немного вверх для удивленного. Небольшое боковое вращение. Это также может очень помочь для апелляции и дальнейшего преувеличения выражений. Просто убедись, что глаза все еще читаемы. Я также могу порекомендовать отрегулировать верхушку век в зависимости от того, куда смотрят глаза. Верхушка век будет следовать за зрачком по кругу, поэтому, когда вы смотрите в определенном направлении, глаза становятся более привлекательными и, конечно, более симметричными, когда верхушка век смещается в соответствии с расположением зрачка. Я почти не делал этого, так как поворот головы был немного запоздалой мыслью, когда оставалось мало времени. Но я могу порекомендовать тебе пройти эту лишнюю маленькую милю только для того, чтобы привлечь к себе немного дополнительного внимания и привлекательности. Если ты обратишь внимание на такое поведение век, ты также можешь заметить это повсюду, как и в других анимационных фильмах. И опять же, снимай себя для справки, если тебе нужно. Потому что смотреть на себя в зеркало может быть немного сложно, когда ты должен наблюдать, как ты смотришь в разные стороны. Но это все для третьей главы, теперь, когда у нас есть окончательный дизайн для всего тела. В следующей главе мы принесем письменные извинения, чтобы доработать модель на основе того, из чего мы ее лепим. Тогда увидимся.